Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. А сегодня я хочу вам предложить связать вот такой стильный топ с цельновязанными рукавами, с высокой нижней планкой. Топ вяжется очень простым узором, его можно порекомендовать для вязания девочкам, имеющим небольшой опыт вязания. Смотрится очень женственно. Цельновязанный рукавчик у нас такой небольшой. Ну, вы сейчас посмотрите выкройку, чуть позже я покажу вам, как вязать. У нас вяжутся две детали спинка перед, да, и затем все это сшивается здесь по плечу, по бокам. То есть идет потом небольшая обвязка, вот здесь такая импровизированная обвязочка на круговых спицах по вырезу горловины и по пройме тоже. Поэтому я думаю, что такая модель свяжется очень быстро. Она, в принципе, подойдет на любой возраст, да, и на любой размер. То есть такая универсальная, женственная и стильная вещь, которая, я думаю, в общем-то, по силам многим вязальщицам. Сейчас, девочки, давайте посмотрим пряжу. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Для вязания, девочки, этого топа я выбрала пряжу Yarnart Jeans. Это пряжа полухлопок, 55% хлопок, 45% полиакрил. У меня цвет 72, вот такой сиреневый цвет красивый, скруточка нитки очень хорошая. Я использую спицы номер 3,5, и вот таким образом у меня выглядит сам узор. Наши с вами ажурные такие ромбики получаются. Узор очень легкий, его можно рекомендовать начинающим вязальщицам. Вот, весьма просто вяжется, схему я нарисовала. Вот, и в общем-то, девочки, могу вам сказать, что это очень хороший и, в общем-то, получается интересный топ. Будет легкий, простой и модный, стильный. Так, теперь, что касается альтернативной пряжи, давайте. Ну, конечно же, моим любимым вариантом альтернативной пряжи это Alize Cotton Gold является пряжа. Это тоже полухлопок, у нас Турция, в 100 грамм 330 метров. Вот. Так, и второй вариант это Alize Cotton Baby Soft. Тоже Турция. И, в общем-то, качество этой пряжи самое лучшее. 50% тоже хлопок, 50% акрил. Вот этот цвет нежно-сиреневый 27 номер имеет. 100 грамм 270 метров, девочки. Очень хорошего качества пряжа. Она имеет такой, знаете, какой-то шелковистой такой, шелковистая обработка, я даже не знаю, как это сказать. То есть, если вот эта ниточка, она больше такой хлопок напоминает, да, то это больше такой, знаете, вискозовый вариант, как бы, хотя у них одинаковый состав. То есть, я так понимаю, что это разница в обработке. Будет такая немножко шелковистая, получаться, полотно шелковистое, шелковистый топ. Так, ну, а сейчас, девочки, давайте с вами посмотрим схему этого узора, этой красивой, очень красивой модели. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. 8 петель ширина, 12 рядов высота раппорта, выделена красным цветом. Пустая клеточка – это лицевая петля. Треугольник равнобедренный – это 3 вместе лицевой с наклоном влево. Круг – это накид. И, в общем-то, все. Вот такая вот простая схема. Дальше мы смотрим. Выкройка, девочки. Здесь нет размеров. Выкройка из журнала, родная от этой модели. Все размерчики я вам сегодня расскажу, когда мы будем расчетную часть с вами изучать. Вот, а так имейте представление, что конструктивно наша модель выглядит вот таким образом. Да, нижняя высокая планка резинкой 1 на 1 и цельновязанный рукав.
небольшой такой. Вырез по спинке у нас отсутствует, да, и по переду довольно глубокий вырез. У нас присутствует скос плеча, ну, об этом чуть позже. Значит, сегодня мы будем с вами составлять описание на размеры российские 42, 44, 46, 48, 50, 52. Мы определяем в процессе вязания плотность, когда свяжем образец, и затем я вам начинаю подробно описывать, сколько петель мы набираем, вот, и как дальше вяжем. Здесь вот 98, потому что плюс 2 кромочные еще. Здесь укороченный вариант, как бы у меня идет на выкройке. Вы длину под себя отрегулируете, а так основные моменты, самые сложные, это скос плеча и вырез по переду. Я здесь, девочки, описываю, как это сделать. Часто у меня спрашивают, что обозначает вот это 2 на 3, да, на 3 петли. Это 2 раза по 3 петли вам надо закрыть. Понятно, да? Так что имейте в виду. Здесь, например, 4 на 8 петель, да? Это 4 раза по 8 петель надо закрыть. Вот таким образом это расшифровывается. Ну а сейчас давайте приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 43 петли. Вообще раппорт узора у нас составляет 8 петель, 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные. То есть можете взять любое количество петель. Кратное 8 плюс 1 для симметрии. Итак, девочки, значит, давайте с вами начнем первый ряд. Первый у нас это кромочная, я ее снимаю. И далее у нас начинается 4 петли перед раппортом. Я их вяжу как 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые и накид. Теперь начинается раппорт. Раппорт вяжем лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе 1 лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Раппорт связан. Вяжем второй раппорт. Лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Связали второй раппорт. Третий вяжем. Лицевая с накид, 2 лицевые, 3 вместе 1 лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Продолжаем. Следующий раппорт у нас идет лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. И у нас с вами остается 5 петель, которые мы тоже будем вязать. Это будут 4 петли у нас вяжутся так, начало перед раппортами. И 5 петель будет заканчиваться полотно после раппортов. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так и заканчивается у нас последний полураппорт, так скажем. Кромочный мы вяжем изнаночный. Все четные ряды, 2, 4, 6, 8 мы вяжем изнаночными петлями, в том числе и накиды. Третий у нас с вами ряд. Вяжем 4 петли перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая. Начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая. Связали раппорт. Вяжем следующий раппорт. 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, снова лицевая, накид, лицевая. Следующий раппорт. 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая. Еще один раппорт.
2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая. И осталось 5 петель за раппортом, которые мы вяжем как 2 лицевые, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем и 4-й ряд вяжем все петли изнаночные. Вяжем 5-й ряд. 4 петли перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Вяжем раппорт узора. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Раппорт связан. Вяжем самостоятельно все остальные раппорты таким же образом. Так, и у нас с вами дальше идет 5 петель остались у нас последних после последнего раппорта. Мы их вяжем как 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. 6-й ряд вяжем все петли изнаночные. 7-й ряд, девочки. Вяжем 4 петли перед раппортом. 1 лицевая, накид, 2 лицевые. Связали. Начинаем раппорт узора. 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Раппорт связан. Повторяем следующие раппорты самостоятельно. После всех связанных раппортов у нас остаются с вами петли, которые мы будем сейчас вязать. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. Связали вот эти петельки. Дальше у нас идет изнаночная, кромочная, и 8-й ряд вяжем все петли изнаночными. 9-й ряд. 4 петли перед раппортом вяжем. 2 лицевые, накид, лицевая. Начинаем раппорт узора. 3 вместе, лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая. Раппорт связан. Повторяем самостоятельно раппорт. У нас остались с вами 5 петель в конце всех раппортов, которые мы будем вязать как 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и 2 лицевые. Кромочная, изнаночная. 10-й ряд, все петли изнаночные. 11-й ряд. 4 петли вяжем перед раппортом. 1, 2, 3 лицевые и накид. Начинаем раппорт узора. 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Раппорт связан. Повторяем раппорт. Остались у нас с вами 5 петель, которые мы добавляли в конце каждого раппорта, в каждом ряду, то есть в конце раппортов. 3 вместе 1 лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые. Все. Кромочная, изнаночная. 12-й ряд вяжем все петли изнаночные. И сейчас у меня уже достаточно в длину образец. Надо сделать влажную тепловую обработку и измерить плотность вязания. Делаем влажную обработку образца горячим паром. Тянем во влажном состоянии наше полотно. Обращаем внимание на кромочные. Их надо выпрямить. Они у нас участвуют. Также участвуют
в расчете плотности. Выпрямили наше полотно и оставили его в таком состоянии сохнуть. Наш образец высох. Вот так он сейчас у девочки выглядит, такой красивый нежный ажур. И мы берем с вами обычную линеечку и измеряем ширину связанного полотна. Прикладываем ее и смотрим. У меня 21 сантиметр ширина. 43 петли я набирала. 43 мы разделим на 21, получим ровно 2. То есть в 1 сантиметре надо записать 2 петли у нас. Пишем в 1 сантиметре 2 петли. Теперь по вертикали. Также берем линеечку и измеряем высоту образца. У меня 16 сантиметров. И сейчас надо посчитать, сколько связано у меня раппортов. У меня связано, девочки, 36 рядов, то есть у меня связано 3 раппорта по 12 рядов, и мы разделим на 16 сантиметров, получим 2,25. Давайте запишем. В 1 сантиметре у нас 2,25 ряда. Это вертикальная плотность. Итак, с этими цифрами сейчас будем делать с вами расчеты на разные размеры. Вот такую выкройку мы будем сегодня использовать для наших расчетов. Это выкройка из журнала «Родная». И сразу давайте с вами определимся с размерами. 42-44 будет у нас ширина спинки переда 49 сантиметров. Затем у нас идет размер 46-48 с шириной спинки 53 сантиметра. И это будет 106 петель. Для третьего размера 50-52-57 сантиметров ширина спинки переда 114 петель. Я умножала наши сантиметры, нашу ширину на нашу плотность, которую мы только что с вами определили. В 1 сантиметре 2 петли. Так, с этим мы разобрались, да? Так, у нас с вами все детали мы вяжем снизу вверх, и начинается вязание с планки, нижней планки. Резинка 1 на 1 используется, и там используются скрещенные лицевые. Для такого большего эффекта, знаете, рельефности. Можно вязать обычную резиночку 1 на 1. И затем мы переходим на узор. Вот на этих петельках. Раппорт узора у нас с вами 8 петель в ширину. Будем с вами распределять следующим образом петли. Смотрите, давайте с вами первый размер 98 петель. 98 мы разделим на 8 петель, и получается 12 раппортов у нас по 8 петель, и получается 1 петля для симметрии. Но расположение раппортов будет вот такое, как по схеме. То есть в центре у нас будет с вами 11 раппортов по 8 петель, и с двух сторон для симметрии будут у нас, так же как мы вязали образец, 4 петли вяжется в начале вязания, затем 11 раппортов по 8 петель, и заканчивается все 5 петлями второй половиной раппорта, да, и 2 еще кромочные. Иными словами, я всегда так рисую схематично. Представьте, что это вот ваши петли на спицах, да, и как мы распределяем узоры. То есть мы начинаем 4, и затем у нас с вами идут 11 раппортов по 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 по 8 мы вяжем с вами по 8. И заканчиваем все 5 петельками, как по схеме. Вот так схематично выглядит расположение наших узоров. Ну, конечно же, кромочная справа, кромочная слева. И в сумме это все дает нам 98 петель. Вот таким образом.
Точно таким же образом мы вяжем и другие размеры, только там будет прибавляться каждый раз еще один раппорт в центре. Также будет начинаться с 4 по схеме петель, заканчиваться 5 петлями по схеме. В центре идут полные раппорты, как мы с вами вязали на образце по 8 петель. Вот. Но каждый раз с размером прибавляется 8 петель. То есть еще один раппорт для второго размера добавляем. И еще один раппорт, вернее получается 2 раппорта для третьего размера. Так, вяжем, вяжем, вяжем. Для цельновязанных наших рукавов с двух сторон на определенной высоте делаем одновременно прибавки по 8 петель. То есть добавляем еще один раппорт. И также его продолжаем вязать. Да? То есть добавляем эти 8 петель и по схеме, чтобы у нас также получалось. Здесь 4 выделяем, а здесь еще у нас продолжаются раппорты, прибавляются, да? Понятно, да? Так, и у нас получится вот здесь уже 112, 122 и 130 петель после того, как мы прибавим 16 петель цельновязанных рукавов. По узору их, значит, по смыслу вставляем, логически вплетаем в наши уже существующие раппорты. Дальше. Девочки, длину я сделала небольшую, это очень такая индивидуальная мерочка, 52, 53, всего 54 сантиметра, укороченный вариант. Пожалуйста, рассмотрите вот эту мерку от нижней планки до рукава, это очень такая индивидуальная мерочка, которую вы должны под себя решить, какой длины вы хотите изделие. Возможно, вы захотите удлиненный вариант этой кофточки, это, конечно, зависит и от возраста, и от ваших предпочтений, имейте это в виду. Я сделала пройму 19, 20 и 21 сантиметров, в зависимости от размера. Небольшой скос у нас идет по рукаву, я сделала на 3,5 сантиметра его высота, и это составит 8 рядов. Все вертикальные размеры переводим в ряды с помощью вертикальной плотности, то есть мы любой размер по вертикали умножаем на плотность 2,25 ряда. И получаем ряды. Когда вяжем, обязательно придерживаемся того, что считаем ряды. Не ленитесь, девочки, не надо ничего измерять сантиметрами. После стирки изделие вытягивается значительно. И, в общем, будет крайне негативно это все смотреться. Более длинное, чем вы хотели бы. У нас с вами у спинки, как видите, петли закрываются по прямой, то есть мы не вывязываем вырез по спинке, вырез горловины. И глубина выреза по переду я сделала 12 сантиметров, вот это вот параметр. Ну, такая довольно глубина большая, да, вы видели в оригинале. Конечно, это же летняя кофточка. Так, мои дорогие, как сделать вот эти убавки по плечу равномерные, как этот скос сделать, я описываю в описании под видео. Будьте внимательны, посмотрите, там все есть. Есть этот показатель, как я его последовательно рекомендую закрыть. Вот. Как вывязать вырез горловины по переду, тоже подробно разобрано в текстовом описании под видео. Здесь я тоже об этом сейчас говорить не буду. Скажу только, что на вырез горловины я сделала 20, 21, 22 сантиметра ширина. И в петельном эквиваленте, когда мы переводим 20 сантиметров в петли, мы 20 умножаем на плотность по горизонтали 2 и получаем 40 петель. И также для других размеров 42 и 44. Да? На плечи у нас остается 36, 40, 43. Но тут у нас как бы плечо совмещено с маленьким нашим вот этим цельновязанным рукавчиком. То есть здесь пишется плечо, черточка, плечо, черточка, рукав, да, таким образом. Так,
Собственно, очень простая модель, и особо рассказывать здесь больше, собственно, и не о чем, да. Я думаю, что вы все почитаете самостоятельно в описании, девочки. Я желаю вам удачи и до новых встреч!